Я посмотрел «Матрицу» новую. Это нормальный кинчик. А он не должен быть такой, чувак. Это фильм про двух пенсионеров. Ребятки, hello, как говорится. Сегодня у нас максимально необычный обзор. Кроме шуток. Не автодом, не плавучий дом. Сегодня у нас обзор смартфона. Этот смартфон называется Infinix Note 12 VIP. Да, у меня тоже было примерно такое же лицо, когда я узнал название, но потом смотрим сюда. Зарядка 120 Вт, экран AMOLED, камера 108 мегапикселей, почти топовая начинка, небольшая толщина и при этом $300. Обзор, поехали. Что еще за Infinix? На самом деле то же самое, что и Cherry, Geely, Haval и вот все вот эти бренды поначалу... Блин, что с телеком? Так вот, о китайских автомобильных марках. Поначалу все такие, да ну какой Cherry, Geely, Haval. А сейчас, вот, посмотрите, каждый 10-й автомобиль — это китайский автомобиль. Так что, кроме шуток, скорее всего, это как раз то, чем мы, возможно, все будем пользоваться через несколько лет. Ну, по крайней мере, легально. Несколько слов о компании. Основана в 2013 году, родом из Гонконга, пока неплохо. Они делают смартфоны, много разных моделей и ноутбуки, один из которых мы вам недавно, кстати, показывали. Прямо сейчас это бренд номер 1 по смартфонам в Пакистане. А в Пакистане, между прочим, живет 220 миллионов человек. Это больше, чем в России, имейте в виду. Главная особенность техники Infinix — это невысокая цена. То, что нам и нужно. Пункт номер 2 — распаковка. Смартфон уже официально продается в России. Это Ростест-комплект. ООО «Бамбук». Смотрим. 120 Вт, супер мощная зарядка, все на русском, официально, AMOLED, 108 мегапикселей и Helio G96. Да, это Mediatek, но это новый процессор компании, и, как мы знаем, по тестам он очень даже ничего. Денис, ты это видел? Это у меня от пылесоса такой же блок питания, смотрите. 120 Вт. Тут есть важный очень значок, это значок Safe Fast Charge System, сертифицирован вот этой компанией известной. То есть вот эта вот зарядка, это не какие-то там китайцы в подвале собрали, это вот официальная какая-то история, которая вроде как протестирована. Это важно. Стекло в комплекте, защитное, и есть чехол, обычный силиконовый. Пункт номер 3 — это у нас дизайн. В компании говорят, что они ориентируются на французский дизайн. У нас тут есть один смартфончик, небезызвестный, что называется. Выглядит это вот так. Толщина аппарата 7,9 мм, в руке лежит очень хорошо. Даже маленький 12 Pro в руке лежит менее надежно, чем большой Infinix. Но это что касается хвата, только хвата. Диагональ больше, а в руке лежит как будто лучше. Давайте еще потестим, посмотрим. Самое приятное во всем этом — это матовый задник. У нас, напомним, в комплекте есть чехол, но вот это и вот это, ну, Infinix, имейте в виду, никак не сочетается. Здесь нужен какой-нибудь нормальный чехол. То есть это сразу выбрасываем, остается вот такое, но нужно аккуратно держать в руках, потому что это, видимо, у нас стекло. Что на корпусе? Стереодинамики, отлично. Самое приятное у нас снизу разъем 3,5 мм. Сканер, сканер отпечатков, классика, сбоку находится вот здесь. Это еще и кнопка включения, и сканер находится справа. Удобно, идеально под палец. Разъем для сим-карты. Где скрепка? Ух ты! Денис, тут есть microSD? Да. Офигенно. Это редкость. Здесь 2 сим-карты и microSD. Сим-карта. Нам нужна, ребятки, сим-карта. Готово. Ребятки, кстати, об операторе Йота. На днях состоялась всероссийская церемония покрытия Йота. Это такая премия, которая показала, как пользуются сотовой связью в разных городах России. И вот интересные факты. Краснодар, ребятки, это город качков. Там скачивают больше всех информации. Больше всех разговаривают по ночам в Южно-Сахалинске, по утрам в Питере, а в Грозном, как пишут, вообще редко звонят по телефону. Видимо, пользуются WhatsApp и Telegram. Еще есть информация про Новый Уренгой, Уфу и Саратов.
как в этих городах пользуются сотовой связью, там много смешных и интересных фактов, можете узнать по ссылке внизу. Рекомендуем. Так, все настроилось? Продолжаем. Дальше у нас спецификации. Вот спеки начинки, а вот спецификация экрана. Между прочим, AMOLED и 10-битная глубина цвета. Максимальный объем оперативки 13 гигабайт. Ну, как бы 8, но 5 гигов берется в качестве виртуальной памяти. Но самое интересное здесь — это аккумулятор. Емкость небольшая, 4500 мАч, но за эти деньги здесь зарядка 120 Вт. Называется Hypercharge. Полная зарядка занимает 17 минут, а всего за 10 минут, вот как пишут, зарядки хватит на 6 часов гейминга и 5 часов просмотра видео на YouTube. Берем вот это, это натурально вот это. Удлинитель. Удлинитель никак не влияет на скорость зарядки. Мы это много раз проверяли. То есть, что втыкать в обычную розетку, что в удлинитель даже через переходник китайский, без разницы. Скорость одинаковая. Денис, так это бета, да? Какая iOS? iOS? 16. Это 16-я iOS? Да. И что в ней нового? Экран блокировки. И все? А прямо сейчас у нас сколько? 56. Видно что-нибудь? Во! Видали? Быстрая зарядка не активирована. Каждый раз нужно это делать самостоятельно. Включаем старт. Посмотрим, что он нам даст за 10 минут. Сейчас у нас 56% уже процент прибавился. Так, еще из интересного. Камера. Основная камера 108 мегапикселей, есть у нас ширик 13 мегапикселей и есть датчик глубины 2 мегапикселя. Несколько тестовых фоток, посмотрим. Ребятки, ссылки на фотографии внизу, можете открыть, развернуть и посмотреть, что к чему. Что еще интересного? Стереодинамики, повторимся, 2, раз и 2. Также у нас есть порт, напомним, порт 3,5 мм, классика. Такое сейчас редко встретишь даже в новых Xiaomi. И есть NFC, классно, не супер актуально сейчас. Игорек, у тебя работает Android твой Pay, да? Да. Стоп. Единственное, что работает, MirPay. MirPay? И Samsung, но они там какие-то Samsung обещают. Как-то работает, да? NFC тут не просто так. Пригодится. Отлично. Теперь самый интересный пункт номер 7 – это цена. Читаем индийские новости. $300. Минимальная стоимость этого смартфона за границей. $300 за эту начинку. AMOLED-экран, 8 гигов, 13 гигов оперативки. По-моему, неплохо, да. Но в России у нас немножко ситуация другая. И это вопросы не компании Infinix. Это вопросы немножко к другим товарищам. Так вот, в России он будет стоить 26 990. Недешево, да? Конкуренты за эти деньги у этого смартфона однозначно есть, но тем не менее 26 990 за практически топовую начинку, наверное, неплохо, но напишите, что вы об этом думаете. Также мы с удовольствием почитаем комментарий человека, который получит этот смартфон за участие в конкурсе. Да, конкурс в этом видео тоже будет, с удовольствием разыграем. Infinix Note 12 VIP, один комментарий по теме видео, и вы участник конкурса. Но комментарий прям по теме обзора, какой-нибудь по делу. Что вы об этом думаете? И за 26 990, чтобы вы, если что-нибудь другое, чтобы вы купили, или бы все-таки выбрали этот аппарат. 9,50, смотрим, было у нас 55%. 10. Ого! И как вы думаете, сколько здесь процентов стало? Вот. 101. Ровно 100. Тут уже 100%. Быстрая зарядка абсолютно точно работает, и блок еле теплый, смартфон еле теплый. Infinix Note 12 VIP прямо сейчас это единственный новый смартфон. Времена, к сожалению, вот такие вот. Единственный новый смартфон на рынке. С удовольствием сделали обзор. Большое спасибо ребятушкам из Infinix, что прислали нам его посмотреть, что к чему. Разыграем, ждем от вас комментарии. Конкурс стартует, ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.